Всем привет! В этом видео приготовим 3D торт в виде колеса с шоколадными инструментами. Если вам интересно, смотрите дальше. Для крема я буду использовать сыр маскарпоне, сливки, сахарную пудру и ваниль. Подробный рецепт крема я оставлю в описании. Все взбила миксером до пышного состояния, вот такой стабильный и в то же время нежный крем получается. Крем хорошо держит форму, поэтому его можно использовать в различных тортах. По вкусу очень нежный, в меру сладкий. Испекла лимонные бисквиты. Рецепт этого бисквита тоже есть видео на канале, ссылку оставлю в описании. Этот бисквит очень нежный, ароматный, готовится просто. И сочетание вот с этим кремом будет очень нежно и вкусно. Испекла 2 бисквита в форме 20 сантиметров. Каждый бисквит разрезала на 3 коржа, и у меня вот получились такие 6 коржей. Подготовила курд-маракуйя. Тоже подробный рецепт уже есть на канале, ссылку оставлю в описании. Бисквит кладу в кольцо, по бокам ставлю ацетатную пленку, делаю бортик из крема, так как курд довольно жидкий, и чтобы он по бокам не вытекал, надо сделать небольшой бортик. Распределяю курд. Курд-маракуйя очень кислый, поэтому толстый слой тут нет необходимости. Еще это зависит от толщины бисквита. У меня довольно тонкие бисквиты. Сверху распределяю еще крем. Чтобы понять, сколько крема надо в каждый слой, я ставлю торт на весы. На первый слой распределяю крем. Смотрю, сколько визуально необходимо, и потом тот же самый вес кладу на каждый следующий слой бисквита. Сами бисквиты не особо сухие, поэтому конкретный состав не требует пропитки. Собрала торт, покрывая пищевой пленкой. Сверху кладу досочку, подложку, чтобы немножко груз прижимал торт. И ставлю в холодильник на стабилизацию. Обычно я ставлю до 2-го дня. На 2-й день достаю торт, снимаю кольцо, ацетатную пленку. И сейчас надо будет вырезать примерную форму колеса. С помощью кольцов я буду отмечать, где у нас идет диск. Придавливаю и вырезаю с помощью кольца. Еще серединку так же само. И вот эту серединку надо сейчас достать. Сделать вот такое углубление, как у колеса. Конкретный торт по составу очень нежный, надо работать аккуратно. Но можно торт поставить в морозилку, немного подморозить, чтобы он был более стабильный.
и лучше держался при вырезании нужной формы. Но в данном случае форма не особо сложная, и я торт не замораживала. Придала примерную форму торту и промазываю масляным кремом. Тут, по сути, не надо нам крепкий, стабильный бетонный ганаш. Нам хватит обычный масляный крем на швейцарской меренге. Подробный рецепт этого крема у меня есть на канале, ссылку оставлю в описании. Он состоит из сливочного масла, яичных белков и сахара. Это обычный крем, который используется под мастику, так как мастику надо изолировать от торта, чтобы мастика не впитывала влагу и не таяла. Также не надо особо толстый слой делать от конкретному торту, только промазать, чтобы изолировать. Чтобы сгладить какие-нибудь неровности, чтобы был более круглый, гладкий торт, ставлю пищевую пленку и просто теплыми руками прохожусь, сглаживаю. Торт поставила в холодильник, чтобы крем застыл. Раскатала мастику, это обычная мастика для обтяжки тортов, тоже есть рецепт на канале. Мастика готовится очень просто, из простых ингредиентов. Ссылку оставлю в описании. Мастику я кладу белого цвета, я не окрасила ее при замешивании, так как, чтобы покрасить мастику в черный цвет, необходимо будет очень много красителя. Лучше покрыть торт просто белой мастикой и потом его окрасить разбавленными красителями. Так у нас краситель только будет сверху, совсем немного, если сравнить количество красителя, которое мы замешиваем в саму мастику. Конкретный торт нам это визуально позволяет. Сглаживаем хорошо мастику, все неровности, отрезаем лишнее. Снизу надо быть аккуратно, когда мы отрезаем мастику. Надо ее хорошо прижать, чтобы она потом не сползала вверх. Также отрезаю сверху и сглаживаю. Мастика эластичная, поэтому нет проблем, просто надо аккуратно, не спеша ее вот так
тянуть под форму этого торта. Далее надо сделать протектор этому колесу. Тут просто можно взять какую-нибудь картинку из интернета, смотреть, как выглядит колесо, и примерно сделать такой же протектор. Протектор можно делать двумя способами. Можно, как я, прижимаю с инструментом, а можно прикладывать отдельные кусочки мастики. Чтобы окрасить торт в черный цвет, я взяла жирорастворимый черный краситель, порошковый. Также можно использовать и гелевый краситель. Разбавила с водкой нужной консистенции и просто кисточкой нанесла, окрасила торт. Далее из пластичного шоколада вырезала вначале из обычной бумаги диск и потом поставила на пластичный шоколад, на эту массу, вырезала, придала вот форму диска и окрасила в металлический цвет. Если диск готовить из мастики, то обязательно надо делать это заранее, чтобы мастика застыла и была твердая, или к мастике добавить порошок СМС. Тогда мастика очень быстро высохнет и будет держать форму. Также, конечно, можно сделать из шоколада, вылить, вырезать, но это будет немного посложнее. Далее я буду делать инструменты. Чтобы сделать инструменты, я использую желатиновую массу на глицерине. Но несложные элементы можно готовить и из желатиновой массы, с которой я готовила пирожные лимоны и мандарины. Ссылку оставлю в описании. В отдельном видео я вам покажу, как приготовить конкретно вот такую желатиновую массу на глицерине. Она, конечно, более удобная в работе, чем просто желатиновая масса с сахарным сиропом, так как эта масса более похожа на силикон. В формочку наливаю немного этой массы, ставлю в морозилку, чтобы она застыла, потом ставлю нужный мне элемент и заполняю до верха с этой желатиновой массой. Потом ставлю в морозилку, чтобы полностью застыла, и достаю. Самый сложный элемент – это вот такой винтик. Это потому, что ему в серединке вот этот рельеф надо очень аккуратно, но в то же время с силой доставать. Если мы хорошо залили без пузырей, то он отсоединяется хорошо. У меня еще есть вот такая силиконовая форма, и подготовила еще другие формы из желатиновой массы. Обязательно эти инструменты ставим в спирт или водку. Их надо дезинфицировать перед тем, как будем готовить форму для шоколада. Для особо мелких деталей, вот у меня тут маленькие такие шурупчики, форма сделанная. К шоколаду надо добавить какао-масло, чтобы шоколад был очень жидкий и он мог заполниться в маленькие отверстия. Заполняем, потом надо немного отстучить, чтобы нигде не остались пустоты. Ставим в холодильник.
Если не темперированный шоколад, то ставим в морозилку до полного застывания. От силиконовой формы шоколад соединяется очень хорошо, гораздо проще, чем сам металлический инструмент. Подготовила из вафельной бумаги съедобную ткань с надписью. Далее надо сделать для подложки такую как бы деревянную имитацию. Берем я взяла 3 цвета пластичного шоколада. Также можно и взять мастик. И надо сделать такой мраморный цвет. Просто смешиваем разные цвета вместе, скручиваем. Чем больше мы их скручиваем, тем более мелкий вот этот мраморный рисунок будет на этой массе при раскатке. Далее с помощью такого инструмента делаю узор, имитацию дерева. Но если нету такого инструмента, то можно просто взять какую-нибудь палочку, инструмент и вручную, придавливая, рисовать на этом шоколаде. Вот в итоге что получилось. Шоколадные инструменты я еще прокрасила серебряным пищевым красителем, чтобы они были металлические. В отдельном видео я вам добавлю, покажу и расскажу, как готовить такие шоколадные инструменты, как приготовить эту желатиновую массу с глицерином, так как я часто слышу, что эта масса не получается, пригорает. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты. Всем пока!